Привет всем! Сегодня про лебедей, уток и нашествия. А постоянные зрители канала наверняка знают, что вот такие визиты к нам, они постоянные. Приходят лебеди разными семьями, разными составами. А вот здесь они совсем маленькими еще пушистиками. Они приходят с понятной целью потребовать еду. И на днях произошло событие, которое очень сильно отличалось от привычных нам визитов. Лебеди привлекли себе в союзники уток и принялись штурмовать дом. Об этом мы посмотрим в конце ролика. Итак, лебеди регулярно приходят. Когда мы не успеваем их перехватить на дальних подступах, если мы не успеваем их заметить, когда они подплыли к пирсу, то они поднимаются наверх и требуют. Вот этот ролик есть на канале полностью. Это лебедиха по кличке Голубка, которая набралась смелости и зашла в дом посмотреть, как мы там живем. И нам вот эти визиты, в принципе, доставляют некоторое беспокойство. Во-первых, беспокойство за самих лебедей, потому что им подъем, там у нас небольшой холм, не холм, такой склон, то есть им подъем наверх к дому, в общем-то, для их лап не очень полезен. У них не очень крепкие, сильные лапы. Большое беспокойство они, вот эти визиты, доставляют нашим котам. Доставляли. И они приходят. Кроме того, с ними случаются всякие неожиданности, и нам потом террасу приходится за ними мыть. И кроме того, бывают случаи, когда просто я сажусь обедать, и именно в этот момент вот эта компания заявляется. Естественно, взять все, бросить и идти их кормить как-то не хочется. Мы пытались бороться с ними, преградив подходы к террасе вот такими баррикадами. Они озадачились, озаботились, они не могут понять, это как? Это нас, что ли, вот так стульями? Но на самом деле ничего у нас из этой затеи не получилось. Они очень быстро сообразили и нашли обходные пути. А перегородиться так, чтобы не было вообще никакого доступа, означало перегородить самих себя. Кроме того, они делали попытки как-то перепрыгнуть, перешагнуть, как-то обойти эту преграду. И, естественно, у нас страх, что, не дай Боже, там лапку подвернет или как-то там повредится, и что мы потом будем делать. Поэтому баррикады нам пришлось убрать. Баррикады мы убрали и старались замечать их на дальних подступах. То есть у нас всегда есть что им дать, и вовремя заметив, котов только гоняют они, заметив, что приплыла команда, но они, надо сказать, достаточно честно поступают, то есть они приходят, они там по графику, то есть они пасутся, и к нам какие-то претензии предъявляют уже когда они сами понимают, что пора. И нас это на самом деле не так уж, чтобы сильно напрягало. Видите, потом еще очень важно их правильно с этой террасы свести вниз. Потому что у нас от террасы, если прямо к озеру, там такие ступенями посажены цветы, грядки. Естественно, если они прямо пойдут, ноги переломают или прыгать надо будет. Поэтому их надо сводить по тропинке или по склону. То есть надо, чтобы они приняли такое правильное направление и проследить, чтобы никто из них на террасе там не заблудился и не пошел напрямую. Это мы все освоили. И они идут, чапают к пирсу. Дело в том, что кормить лебедей можно только в воде. То есть сухая пища для них такая, она не пригодна. То есть они привыкли питаться в воде. Поэтому им надо их отвезти на пирс, спустить на воду эти корабли, и потом уже им давать покушать. И на подмогу, видите, ждут утки. Но утки, они всегда вели себя очень скромно. То есть они далеко на участок не заходили, они боятся.
И они следом за лебедями на какое-то расстояние идут. Вот смотрите, лебеди ушли, и за ними сейчас пойдут утки. Утки всегда были как бы на втором плане. Они такие корабли сопровождения. И ну, на уток мы тоже рассчитываем, тоже им немножко даем. За ними очень интересно наблюдать. У них там каждый за себя, сплошные скандалы, драки, друг друга за хвост щипают. Ну, у них такая. Вот. Но пришла осень и даже немножко зима. И вот смотрите, что случилось. Около 20 уток, а может даже больше, вместе с лебедями пришли на штурм дома. Причем это утки не наши. Вот наши, они с нашего озера, они боятся, не заходят. А это какая-то перелетная стая, которая просто увидела лебедей, увидела, что делают лебеди, и следом за ними отправились наверх. Вот. Ну, мы от этого зрелища просто обалдели. Но утки пугливые, и хорошо, что вот одна полетела. Сейчас увидите, что получится с остальными. Все, остальные снялись. То есть они абсолютно, они смотрят, одна что-то там нашла, тут же все прилетают. То есть они абсолютно друг за другом смотрят и обезьянничают, делают так же, как делают другие. Лебеди не таковские, они не простые. Они говорят: ха-ха, будем мы еще крылья бить, давайте спускайтесь и кормите нас. Ну, естественно, Ирина отправилась, их покормила, и вот мы наблюдаем, как они возле пирса, утки и лебеди. Часто спрашивают, что, или утверждают, что лебеди там всех водоплавающих вокруг себя там прогоняют, если они на водоеме, никого другого нет. Все это полная ерунда. Ну, в нашем случае вы видите абсолютное добрососедство, и утки регулярно просто изо рта у лебедей, скажем так, из клюва еду забирают. Вот такое было нашествие, которое мы преодолели. Продолжаем подготовку к Новому году. Спасибо за внимание. Подпишитесь, пожалуйста, на канал.